Всем привет! Меня зовут Артур, это канал Papa Head. Интересно узнать производительность карты 3070 в играх или в работе с видео? Поехали! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh. Это видеокарта третьего поколения Ampere. В видеокарту установлена память GDDR6 на 8 ГБ. Многие слышали про высокую степень нагревов чипов памяти и кристалла. И для лучшего охлаждения компания EVGO установила фирменную систему охлаждения ICX3. Система состоит из трех 85 мм вентиляторов, которые включаются при температуре 56 градусов. Основной радиатор здесь медный, без никелированной поверхности. Он пронизан толстыми тепловыми трубками. Сзади установлена металлическая пластина, которая защищает текстолит и хорошо отводит тепло. Кстати, в текстолите есть специальное отверстие, и третий вентилятор насквозь продувает плату. Питание на карту передается через два 8-контактных разъема, а подбирать блок питания нужно по рекомендованной таблице, выбрав модель процессора и видеокарты. Что касается интерфейсов, доступны 3 выхода DisplayPort и 1 порт HDMI. Имейте в виду, что видеокарта очень большая, и в моем корпусе от Fractal Design R6 она заняла практически все место. Ее длина составляет 290 мм. Во время тестов я подключал монитор от LG. Это игровой IPS монитор с частотой обновления 144 Гц и функцией G-Sync. Ссылка на обзор появится в углу экрана. В игре Horizon Zero Dawn я установил разрешение 2К и все настройки выставил на максимум. При загрузке карты на 98% средний фреймрейт был около 80 кадров в секунду, что говорит о хорошей оптимизации. Игра Control с разрешением экрана в 2К, также с эффектами на максимум и включенной трассировкой лучей. Безумно красивые текстуры и высокая детальность. Мощная работа с светом и тенями. При загрузке карты в 99% средний фреймрейт был около 35-40 кадров в секунду. Игра Cyberpunk 2077. Разрешение также в 2К, все настройки в ультра с включенным эффектом трассировки лучей. Закрыв глаза на линейный сюжет и некоторые глюки, графика здесь на высочайшем уровне. Никаких лагов или разрывов изображений. При загрузке карты на 97% средний фреймрейт около 60 кадров в секунду. В сравнении с моей предыдущей картой 1060 на 6 ГБ, разница в играх просто огромна, в 2 или 3 раза. И эту разницу подчеркивает трассировка лучей. Здесь четко видно, за что ты заплатил. Переключусь с игр на работу в видеоредакторе. Я взял один из своих проектов и замерил скорость рендера. Как видно, разница в скорости есть, но она не такая большая, как я ожидал. И это связано с тем, что многие эффекты видеообработки завязаны на процессоре. И для таких сборок подойдут именно мощные многопоточные процессоры. В целом все понимают, что 10-битный материал, снятый в логе в разрешении 4К с потоком 200 мегабит и в кодеке H265 это тяжелая работа для любой машины. И выход только один – прокси. Эта карта идеально подходит для видеоигр, так как находится в среднем ценовом диапазоне и стабильно выдает 60 кадров на максимальных параметрах в разрешении 2К. Эта карта подходит также и для видеомонтажа, так как содержит много ядер CUDA. Если у вас есть вопросы или вам интересно увидеть результаты каких-то тестов, напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine.